Значит, уважаемые депутаты, хотелось инициировать вопрос по стадиону Фонтанка-1. Сколько мне известно, в 2007 году этот стадион был передан на 49 компании «Берег-сервис». Хотелось бы узнать, какие инвестиционные обязательства брала на себя компания, что выполнено, что не выполнено и почему, и вообще дальнейшие планы по этой земле узнать. Кто может доложить вообще? Начнем с того, что земля не была передана нашей компании ни в аренду, ни в собственность. То есть действительно был заключен в 2007 году договор инвестиционный, согласно которому мы должны были профинансировать комплекс мероприятий. Часть комплекса была связана со строительством спортивного отрывного комплекса, который мы планировали, и сегодня хотели устроить. Кем заключено? Между Фонтанским сельским советом и нашей компанией. Второй комплекс мероприятий был связан с ремонтом систем водоснабжения по территории сельского совета и со строительством систем водоотведения. На сегодня договор инвестиционный не выполнен с нашей стороны полностью, выполнен частично. Со стороны Фонтанского сельского совета он не выполнен вообще. То есть по условиям договора земельный участок должен был быть передан нам в собственность на условиях продажи, мы его должны были купить. Со стороны сельского совета ничего не было сделано для того, чтобы его передать нам в собственность, чтобы продать. Какие обязательства частично? По хронологии событий было действительно выдано разрешение на отвод земли в аренду, после чего предполагался вывод. Был разработан по нашему заказу проект отвода земельного участка, который не прошел согласование органами государственной власти, в частности архитектура района. Его не согласовывал, СС не согласовывал, еще несколько инстанций. Причина отказа в согласовании была следующая. Этот участок на сегодня частично занят существующими строениями. Относительно этих гаражей, насколько нам известно, не оформленные права собственности, может быть сейчас уже оформлены, но по состоянию 2007 год права собственности оформлены не были. Мы обращались в сельсовет с вопросом, что делать с этими гаражами, мы их потом будем как-то перемещать, сносить и так далее. Но вопрос не решен на сегодня никак. Более того, за это время появились новые гаражи. Да, вопрос в 2007 году, когда все начиналось, там был один ряд, сейчас уже два ряда. Значит, без проекта отвода мы не могли проектировать. То есть проектированием мы занимались строительного объекта, но мы не могли приступить к согласованию проекта. Потому что без земли проект стройки никто согласовать не может. Хотели выполнить часть работ, которые можно выполнять без разрешения на строительство комплекса спортивного, а именно подвести сети, подвести воду, подвести канализацию, электричество. И это как раз тот блок, который он смежный с обязательствами по территории Фонтанского сельского совета. Так как если бы мы ввели коллектор канализационный, ему могли бы подключиться соответствующие частные дома, которые расположены на улицах от трассы, на расстоянии от трассы до строительного объекта. Мы обращались в сельсовет с просьбой разрешить нам прокладку соответствующих инженерных сетей, есть соответствующие письма, если мы будем представить. Ответа не последовало вообще никакого. Не разрешаем, не запрещаем. То есть мы этот вопрос выносили, хотели, чтобы был вынесен на сессию, чтобы либо исполком, либо сессия дали нам разрешение. Нам просто не ответили. Последние обращения были в конце 2008 года. После чего по той процедуре, которая предполагалась, земельный участок просто стал вообще невозможным. То есть, помимо того, что там есть построение, которое мешает его отвести в аренду, в 2009 году вступили изменения в земельном законодательстве, согласно которых аренда должна была происходить, передача в аренду земли должна была происходить исключительно на основании конкурса, аукциона. В 2009 году, когда мы этот вопрос хотели все-таки поднимать, нам сказали, извините, сейчас процедуры вообще никакой нет. То есть по закону написано, что через аукцион нужно землю отдавать, но процедуры, как проводить аукционы, не было разработано. Частично
Обязательства выполнены в какой части. Мы ремонтировали и новые водопроводы прокладывали по территории Фонтанского сельского совета. То есть к нам обращался Фонтанский сельский совет с письмом о том, что нужно профинансировать соответствующие объемы работ, даже давали подрядчика. Мы с подрядчиком, да, абсолютно верно, с подрядчиком заключали договор, профинансировали, если не память не знаю, там, что до 200 тысяч, 150, 170 тысяч. Всего как бы, по этому проекту мы потратили 500 тысяч, то есть из них там, до 200 тысяч это на ремонтно-восстановительные работы по водопроводу, остальные деньги это проектирование, которое опять же мы не могли запустить даже в согласование, это разработка проекта отвода и какие-то еще смежные затраты. На сегодня, ну, скажу так, если до 2009 года нам это было интересно, мы готовились заняться, но были какие-то проблемы. В 2009 году, честно говоря, мы не занимались, потому что было не до того. Всем известно, какая была финансовая ситуация на рынке. Сейчас, если будет предложен какой-то легитимный способ отвода этой земли, либо в аренду, либо в собственность, с выкупом этой земли, то есть мы готовы за нее платить. Мы готовы продолжать двигаться, потому что на сегодня мы уже потратили деньги. Мы потратили часть денег по инвестициям перед селом, часть денег на проектную документацию по самому объекту. Нам интересно там строить, там возводить спортивно-оздоровительный комплекс. Да, он теперь станет меньше, потому что я понимаю, что вопрос с гаражами, если он за столько времени не был решен, он, наверное, и не будет решен. Если это на толстрой, почему это не? Ну, я не знаю, если это на толстрой, почему до сих пор мы обращались и ничего не было. Нет, это оформленные гаражи? Оформленные гаражи. А кто давал разрешение, если уже Совет давал, потому что некоторые собственники есть оформленные. это вы дали им землю и тут же начали давать землю под гаражи. Вы лично ко мне обращаетесь? Лично я Вам давала. лично к вам обращаюсь. Лично я не давала. Игорь, это до вас или до их получения? А зачем же вы давали, если вы знали, что там гаражи стояли? У меня есть предложение следующее. То есть, как бы, вот, можно вопрос юридически проработать, потому что мы на сегодня понимаем, что есть несколько способов, если дальше земельный участок, мы готовы их обсуждать, проработать. Для того, чтобы земельный участок не простаивал, просто так, что действительно, я там знаю, там и дети играют, там есть какие-то ворота, но в том состоянии, как оно все есть, оно как бы, Можно я неправильно. внесу предложение? Давайте вот земельная Можно комиссия. закончить? Я просто предложение, люди должны его услышать. Да. То есть, если уже пригласили. У нас есть предложение какое? Если там исторически сложилось, что дети играют в спортивный футбол, мы можем, опять же, там, внесем дополнительный пункт в наш инвестиционный договор, там его сегодня нет, мы его внесем. Обустроим там площадку спортивную. То есть пока там ничего строиться не будет, пока мы не поймем, как передать эту землю нам в пользование, чтобы мы могли тратить на эту землю. Давайте мы готовы благоустроить площадку под стадион футбольный, пусть там такая играет, но это будет как-то благоустроено. А гаражи-то? Да, если сельский совет выделит там один контейнер какое-то место, где можно разместить что-то. Там люди ходят на море мимо этой площадки, мусора очень много, чтобы его выкидывали сюда, там, в контейнера, мы готовы в этом участвовать, если это опять же интересно силы. По поводу земли, ну скажу так, у нас просто есть проекты, там, часть Фонтанка, как вы знаете, есть в других районах, и есть проекты в Одессе. Нигде не принято тратить, ну скажем, у вас это инвестиции, там, в городе Одесса это боевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта. Нигде не принято тратить деньги до разрешения ГАСКа на выполнение строительных работ. Мы со своей стороны авансом, как и по другим проектам, мы потратили эти деньги. То есть, конечно, нам интересно довести проект до конца, но опять же, должен быть какой-то диалог. На сегодня мы обращались, с другой стороны, просто тишина. Вопрос такого характера, спорткомплекс, что собой подразумевает? Вот, спорткомплекс в общем, что-то будет и так далее, если это будет. Изначально предполагалось, то есть я не знаю, какие изменения внесет архитектура при рассмотрении проекта. Изначально предполагалось размещение небольшого бассейна, ну, то есть спортивного зала вместе с бассейном, тренажерными залами и залов для спортивных секций. Это был первый этаж, второй этаж, номера для, ну, скажем так,
по документам оно для спортсменов, если они приезжают на какие-то спортивные мероприятия. Понятно, что эти номера предполагалось сдавать в аренду постоянно и приезжим отдыхающим и так далее. Иначе, ну, скажем так, теряется экономическая целесообразность строительства спортивного корпуса. Этажность была небольшая, до 3 этажей. Ну и опять же, место общественного питания, то есть это по нормативам. А то, что там опорневая зона, вы учитывали как? Согласно проектам береговых укрепления, разработанных Кузнецовым Владимиром Петровичем, это компания «Монолит» Величевская, он разрабатывал полностью проекты береговых укреплений, начиная от Одессы и заканчивая 3-й Фонтанкой. То есть для Золотых ключей он проектировал, для Черноморской ривьеры он проектировал и для Маккенли он проектировал. Граница террасирования проходит, то есть вот, граница оплаживания, да, первый отход, проходит, память не изменяет, согласно проекту компании Маккенли, по территории бывшего кладбища. То есть там происходит, потом идет территория бывшего кладбища, которая предполагалась под озеленение обустройства парковой зоны, потому что ничего на ней строить в течение 50 лет по санитарному нормам нельзя, а дальше каким-то, наверное, этическим нормам. Ну, Маккенли же не укрепляют берег, вы же не можете начать без укрепительных работ берегоукрепления строить спорткомплекс. Ну, скажем так, это же опасно. скажем так, в этом году по проекту Черноморской ривьеры мы запускаем конкурс работ. То есть в мае этого года Кузнецов выдал рабочую документацию, на основании которой мы можем приступать к работе. Дренажные сооружения, которые перехватывают подземные водоносные горизонты и собирают их в какие-то емкости и выпускают далее. В принципе, рассчитаны на защиту склона вот как раз до этой территории, кладбища. В принципе, на этой территории строить можно. Даже без того, что компания Маккенли там выполнит, не выполнит работу. То есть, ну, скажем так, дренажные сооружения нельзя построить в границах когда-то. Вот здесь заканчивается участок, и здесь нужно закончить. Там метров 10-15 всегда делается выпуск, запас, то есть строить можно. Скажите, аренду депутатов платили справа? Мы не заключали договор аренды. Мы не могли без договора аренды, либо документов о собственности на землю, мы не могли приступить к пользованию землей. Соответственно, мы не могли даже на законных основаниях проектировать. То есть проект, да, проектная компания разработать может, она его разработала. Но приступить даже к согласованию проекта мы не можем, мы должны предложить документы на землю. Получается, что в 6 лет у нас земля как бы 5. Нет. Скажите, пожалуйста, какие улицы вы сделали в Отрывок Фонтанки? Готов поднять документы Что вы не договора с помните? Фонтанка. Они оплачивали? Ну, мы оплачиваем. Нам к нам обратился совет со счетом. Надо оплатить. Да какая мне разница? Нам сказали, что мы 2,5 миллиона заплатили за Еще раз бюджет. Фонтанского сельского совета есть какая-то бюджетная комиссия, есть тендерная комиссия. Дякую всіх за працю. В мои функции не входит проверять, как Сессия бажається выполняют закрити. свои